Как часто вы пользуетесь датапаками? Скорее всего, аудитория поделится на 3 категории. Первая — не использует датапаки, так как считают их костылем. Вторая категория использует датапаки с твиками, которые изменяют геймплей не сильно. Ну и третья категория использует датапаки, такие. I guess we'll drop. What is this? Oh my god. What is this? What is that? Okay, we can't stop moving. Yeah, I'm dead. I'm dead. I'm dead. I'm dead. I'm dead. I should not have done this. Да, то, что вы сейчас видите, это полностью датапак. У некоторых из вас возникнет вопрос, почему я раньше этого не видел? Неужели датапаки научились делать только в 2025 году? Ответ таков. Нет. Дело в том, что в последние 2 года невероятно талантливые разработчики Mojang работают над функционалом датапаков. Да, пока мы жаловались на маленькие обновления, на плохую реализацию новых мобов, разработчики вводили все больше и больше функций в эти дополнения. Предлагаю вспомнить, с чего все начиналось и почему датапаки — это будущее Майнкрафта. Впервые датапаки появились в обновлении Minecraft 1.13. Тогда были введены базовые функции, позволявшие создавать кастомные рецепты и выполнять команды автоматически, без командных блоков. Может, кто-то из вас даже помнит старые карты на прохождение, где все скрипты выполнялись командными блоками. Затем в 1.15 были добавлены условия, возвращавшие true или false. Они позволили переводить более сложные проверки условий в различных игровых механиках. В 1.16.2 была введена экспериментальная поддержка кастомной генерации мира, позволявшая датапакам добавлять и изменять измерения, типы измерений и настраивать генерацию мира в папке WorldGen. В 1.19.3 ввели множество нововведений для манипуляций биомами и измерениями. Затем, начиная с версии 1.19.4, Mojang принялись переписывать весь старый устаревший код под новую Data-Driven архитектуру. Что означает Data-Driven? Простыми словами, это означает то, что этот компонент может изменяться игроком с помощью датапаков. Mojang пытается переписать код игры так, чтобы большинство элементов Майнкрафта стали подвластны датапакам. В 1.20 были добавлены новые теги для датапаков, для различных блоков и предметов, влияющие на зачарование, фермерство, поведение мобов и генерацию структур. Отдельное внимание стоит уделить версии 1.23, которая улучшила структуры Jigsaw. Jigsaw — это процедурно генерируемые случайные структуры из заготовленных наборов субструктур. Примером такой структуры может являться древо Yggdrasil, которое вы видите на футаже прямо сейчас. Следующее огромное изменение произошло в версии 1.25. Атрибуты были расширены новыми типами. Для меня потрясением стало другое, а именно добавление новых вариантов волков. Это кажется незначительным, но это очевидное тестирование будущего нововведения. Варианты мобов. О чем я говорю? В этой версии разработчики позволили добавлять собственные варианты волков с собственными текстурами. Это является намеком на то, что в будущем подобный функционал выйдет и для всех остальных мобов. Это означает, что в перспективе разработчики датапаков смогут создавать полностью кастомных мобов, у которых будет своя текстура, свой размер, свои атрибуты. Все это лишь вопрос времени. В версиях 1.21 разработка датапаков не замедлилась. Зачарования стали управляемыми данными, то есть data-driven. Это позволило создавать кастомные свойства, эффекты и так далее. Стало возможно переопределять конфигурации для спавнеров испытаний. Были добавлены новые компоненты предметов. Из самого интересного — Blocks Attacks. Этот компонент определяет, может ли предмет блокировать урон с настраиваемыми снижениями и повреждением предмета. То есть сейчас, да, вы можете вернуть старое блокирование мечом в Minecraft. Последнее обновление на сегодняшний день — это 1.21.6. Из нововведений интересная функция Dialog. Да, диалоговое окно звучит не впечатляюще, но я уверен, что через год каждый плагин будет управляться именно диалоговыми окнами. Если честно, меня всегда раздражал этот колхоз с командами в чате или предметами, которые открывают меню в виде интерфейса сундука. Нет, теперь все будет работать через интуитивно понятные кнопки в меню. Это также лишь вопрос времени. Пример такого функционала вы видите уже сейчас на своих экранах. Например, датапак Nice Mob Manager позволяет крайне гибко настраивать различные свойства и атрибуты мобов через диалоговое окно. Вся конфигурация происходит в реальном времени, без /reload и так далее.
Другой пример — это вот такой датапак, который позволяет добавить окно регистрации на пиратские сервера. Я думаю, вам все еще непонятно, что я хочу сказать этим видео. Под видео с тематикой Майнкрафта я вижу очень много комментариев, что, цитата, «Моинг ничего не делают, только цветных свиней добавляют раз в год». Подобное утверждение в корне неверно, ведь Моинг нацелен сделать Java-версию Майнкрафта полностью пользовательским опытом. То есть сделать так, чтобы уставшие от ванили игроки могли создать такой мир, который будет заточен под их желания и их желаемый геймплей. Например, сейчас вы наблюдаете мой демейк современной версии 1.21.6. Просто в один день я подумал, что хочу поиграть в старый Майнкрафт, но я не хочу ставить версию бета 1.7.3, я не хочу заходить в пустой скучный мир, хоть в этом и был свой шарм. Я все так же хочу изучать подводные монументы, пользоваться датапаками, ездить на лошадях, наблюдать за приятной анимацией плавания, в конце концов. Но, с другой стороны, я хочу ощутить вот то самое чувство вызова. Ощутить настоящий страх перед походом в пещеру, который я испытывал в 6 лет, играя в Minecraft Beta 1.7.3. Я планирую создать публичный сервер с этим датапаком, который я разрабатываю, чтобы разделить свою ностальгию с другими игроками. Если вас это заинтересовало, то можете поучаствовать в вопросе в телеграм-канале. Буду очень благодарен. Также в канале я буду публиковать новости по разработке, выложу уже готовый ресурс-пак, а активные подписчики получат право на получение именных предметов на сервере. Или типа того. В своем дополнении я хочу пересмотреть прогрессию Майнкрафта, перевернув привычный порядок: дерево, камень, железо, алмаз и эндер-дракон. Все эти этапы при желании проходятся меньше, чем за час. И поэтому я планирую добавить больше этапов в привычное прохождение. Сегодня это все, что я хотел сказать. Спасибо за просмотр. Это мое первое видео, поэтому я буду благодарен любой критике в комментариях. Всего доброго.